Ну что, ребята, не зря все-таки улетая на ракете из игры Subnautica, я на ракете написал на Марс. И сегодня мы как раз таки отправляемся на Марс. Меня послали на удаленную исследовательскую станцию, расположенную внутри кратера Гейла, чтобы собрать ресурсы и данные из прошлой миссии. Вот такие вот картинки. Мне нужно поторопиться, так как приближается пыльная буря, а мои ресурсы ограничены. Мне нужно думать и действовать быстро, если я хочу выжить. Погрузка. Вот интересно придумали. Не загрузка, а погрузка. Колонизация Марса. Пролог. Какое-то предупреждение. Страшно на черном красными буквами. F4. Лучше не жать, а то самоуничтожится все. Итого. Игра называется Occupy the Mars The Game. Колонизация Марса. По-нашенски. Вот. Интересно, у них тут все сделано. Картиночка вслед за курсорчиком движется. Видим какой-то ровер, марсоход. И запускаемся. Как член базы Альфа, одной из первых успешных колоний Марса, вы были отправлены на удаленную исследовательскую станцию, расположенную внутри кратера Гейла. Ваша задача состоит в том, чтобы собирать данные и ресурсы. Как бы легко это ни казалось, вы должны быть осторожны с приближающейся пыльной бурей. Ну да, я уверен, на Марсе там атмосфера преподнесет нам чудеса. С теми ограниченными ресурсами, которые у вас есть, вам нужно думать, чтобы выжить. Это выживалка, да, выживалка на Марсе. Из основных ресурсов, я уверен, это будет вода, еда и воздух. Ну и энергия. Без нее, скорее всего, на Марсе ну никак не обойтись. Системы жизнеобеспечения активны. Жмем кнопочку «Пуск». Погнали. Оказались мы внутри какого-то невероятного транспортного средства. Я уверен, что это наш ровер. Какое командирское кресло. Так, панель приборов снизу, панель приборов сверху. Невероятное количество фар, левые, задние, верхние, нижние, правые, фар экрана. Чего ж тут только нет. Здесь мы видим кислород и батарею. И можно переключиться вот в такой вот режимчик и посмотреть, что... О, персонаж у нас мужчина. Управляет марсоходом. Долго, не откладывая в ящик, в долгий, ненужный, мы мчим навстречу приключениям. Первая цель. 100 с лишним метров до нее. И нам нужно... Так, стопочки. А что нам нужно? Задание у нас: соберите камни. Используйте кран, чтобы собрать камень. Окейшки, что мы сейчас и будем делать? У нас, мы видим, такая здоровенная лапа. Ей, собственно, и будем собирать ресурсы. Наводимся. Чпаф. Опускаем лапешник. Делаем захват. И вот такой вот камушек отправляем в кузовочек. Что дальше? Дальше видим, еще метрах в 100 от нас имеется какой-то объект. И это какая-то капсула от прошлых колонизаторов. Интересно, что с ними в итоге произошло. Так, проверьте свою дробилку. Используйте дробилку в части коридора. Я так думаю, нам нужно будет выходить. И вот нога человека.
ступает на грунт Марса. Дробилка на данный момент у нас в 4-м слоте. Я бы ее, конечно, назвал по-другому. Это болгарка. Все мы прекрасно понимаем. Легчайшим образом собрано, вот появляются какие-то болты. Собраны болты. Болты, я думаю, нам пригодятся. Соберите больше камней. Легко. И просто. Ту-ду-ду, ту-ду-ду. Закрываем за собой дверку. Oxygen — это кислород. Игра, между прочим, переведена на русский язык. Степень корявости этого языка обсуждать не будем. Осмотримся, что есть внутри. Шлем. Бутылка воды. Кислородный баллон. Это какой-то тайничок, хранилище, инвентарь, да что угодно. Вот здесь также есть вспомогательная камера инспектор. Наша вот эта лапа захват, кислород, энергия. В принципе, дублируется, по-моему, все вот отсюда. Но здесь более информативно это все выглядит. Приземляемся в кресло командирская. Стрелочка нам показывает ехать до вот этого огромнейшего валуна. Я вот сомневаюсь, что мы сможем поднять этот ресурс. Он что-то такой большой, поэтому есть смысл посмотреть задание. Используйте отбойный молоток, чтобы разбить большую руду. Что мы, собственно, и сделаем. Идем дробить большущую руду. Где наш молоток? Вот это похоже на молоток. Железо, руда. И мы шахтеры. Мы шахтеры, мы на Марсе. Все здорово. Жизнь удалась. И я вижу, что обледеневшим становится шлем. Вверху вот можно увидеть температура минус 44. Сегодня у нас пишут, что четверг, 9:57. Ну, не совпадает время на Марсе с реальным временем. Но сегодня четверг, да. Так и есть. В режиме крана вы можете управлять краном тяжелого марсохода F1, чтобы узнать побольше. Окей. Принято. Понял, принял. Так, вот мы тут надробили разных кусочков. Я так думаю, есть смысл собрать их все, потому что ресурсы с вероятностью в 258% нам пригождаются. И вообще интересно вместительность этой тележечки. Чпыньк. Вот как-то так. Как-то так. Все в дом, все в дом, все нужно, все нам пригодится. А, вот этот. Ага, вот этот даже крестик зелененьким не становится. Значит, взять мы его, скорее всего, не сможем. Набиваем наш кузовочек ценными ресами. Только не мимо. Но блин, а? Так, так. Оп. Пополнится. Пополняется. Все это нужно, важно. Нам это все, я уверен, пригодится. Не самая, наверное, интересная часть игры, но сделать это жизненно необходимо. Наличие ресурсов гарантирует длительное выживание, тем более на Марсе, на планете, в принципе, непригодной к обитанию. Но я вам скажу наперед, мы обязательно должны пройти эту игру.
и выжить на Марсе. Про игру немножко расскажу. Игра находится в раннем доступе. Бесплатно можно скачать на Steam ознакомительную версию и погонять в нее. Уже она русифицирована. Что это такое? Оп. И как с тобой быть? Его можно прям что? Прям в тележку закинуть? Еще не хватало, колеса сейчас заклинят из-за этого кальция. О! Длительное нажатие на кнопку. Мышки гарантируют нам сбор ресурсов. Не отвлекаемся. Дробим эти большие куски на более мелкие. Так. Написано железо, руда, готов к загрузке. И далее, соответственно, загружаем это все дело. Закрываем дверку, чтобы кислород не уходил наружу. И работаем уже вот этой железной лапой. Тадамс. Нашего ровера. Вот это такой смачный кусочек получается. Оп. Что она тут, бесконечная, что ли? А ресурсов много не бывает. Это я точно знаю по другим выживалкам. Все складываем и складываем. Все мало нам и мало. Вот это хороший кусочек. А вот этот еще лучше. Но с ним, походу, его придется еще раз прогуляться по планете. Выходить из нашего чудесного ровера. Давайте уже, чтобы совесть была чиста, мы все-таки набьем до отказа наш прицепчик. Вот. И уже двинемся дальше. Оп, готово к загрузке. Но тут не очень много пришлось поработать. Еще смотрим на чем. У нас есть шкала здоровья, выносливость. Мы испытываем голод, жажду. Где-то я, кстати, видел воду. Нам нужно пить и есть, и спать, и много чего. А где вода? А, вода. Вода. Бутылочка. H2O. Вот как-то эти нет всплывающих подсказок. Но, в принципе, разобраться несложно. У нас, хоть и на корявом, но русском языке все, в принципе, вся информация есть. Так, уже лучше. Также у нас вот в левом нижнем углу показано, сколько у нас кислорода. Да, на планете без кислорода. Еще один важный ресурс. Ну, собственно, в Сабнафтике такая же история была там под водой. О2. Причем здесь есть кислород в скафандре, кислород внешний. Внешний, это, я так понимаю, в ровере в нашем. И вот стрелочка указывает на то, что он расходуется, да. Так, с выносливостью не совсем понятно. Со здоровьем, в принципе, все понятно. На чем мы остановились? Нам нужно догрузиться и мчать на следующее задание. Между прочим, следующее задание у нас вот в правом нижнем углу. Обработайте реголит в измельчителе. Выгрузите прицеп в измельчитель. Сейчас выгрузим. Сейчас все сделаем. Все будет у нас по красоте. Как-то я странно... А, я сел типа... О, я понял. Я сел типа управляю камера крана. О.
даже вот так вот можно, оказывается. Ну, давай попробуем в другом варианте. Чпыньк. А вот этот. То есть мы, в принципе, под разными ракурсами можем наблюдать наши... А вот уже и не влазит. А вот уже и не влазит. И как быть? Да-да-да-да. Может, он просто большой? Ну, в следующий раз. А вот эти маленькие? А маленькие что, не берутся? Берутся. А маленький? Маленький влезет? А маленький тоже не влазит. Тогда все. Прицепчик наш забит до отказа. И мы движем обрабатывать реголит в измельчителе. Выгружаем прицеп туда же. Садимся за рычаги, за штурвал. Вот это вот торчащая клешня мне не очень нравится. Кстати, мы видим здесь уже прям нас забросили. Какая-никакая база, но она есть. Какие-то постройки имеются. Я вижу солнечные батареи, какой-то купол с антеннами. Вот это, по всей вероятности, та самая платформа, так как у нас подсвечивает именно на нее. И нам нужно было все это добро разгрузить. Интересный подход, кстати, к сбору ресурсов. Прикольно. Прикольно. Разгрузить. Тут сложно перепутать. Остановка, зона разгрузки. И две кнопочки. Либо разгрузить, либо закрыть. Жмем закрыть. Не, жмем разгрузить. Можно, кстати, даже понаблюдать вот процесс разгрузки. Довольно-таки реалистично. Мы, в принципе, даже можем выйти посмотреть, если успеваем. Успеваем. Вот, как-то так это все дело выглядит. Наша вот эта порода, которую мы собрали, сваливается куда-то вот вниз шнеки. И я так думаю, там-то она и перерабатывается. Что дальше? Пока у нас mission не комплит по разгрузке. Мы все еще разгружаемся. Я не знаю, насколько долго этот процесс затянется. О, все до последнего кусочка. Теперь печать деталей, необходимых для сборки аккумуляторного устройства. Собрать аккумуляторное устройство. Все запомнили? Идем печатать. И никак иначе. Я надеюсь, у нас хватит ресов для печати этого аккумуляторного устройства. Аккумуляторное устройство. Что мы видим? И многообразие чертежей, трубы, пластины, элементы, электроника, нормальная, короткая, рампа, контейнер. Средняя солнечная панель. Эта вот штука нам пригодится, потому что других источников энергии... Oxygen low. Стопы. Как Oxygen low? А где наш Oxygen? Нам без... озвучки, кстати, да, озвучки. Кислородный баллон. Озвучки русские нету. Пока еще не завезли. Что еще? Игра. Скафандр полный. Увидели. Игра еще в стадии разработки. Непонятно, когда она выйдет, когда будет релиз этой игры. Я точно скажу, я буду ждать. Игра вызывает интерес, особенно у выживальщиков, у любителей повыживать в агрессивных условиях. А что может быть агрессивнее выживания на Марсе? Ну, здесь, я думаю, нам предстоит интересное приключение. Чего мы, собственно, и хотели.
Я не вижу аккумуляторной здесь никакой батареи, но я вижу батарейный блок и буду надеяться, что это именно то, что нам нужно. С переводом тут, да, наверное, все-таки беда. Какой-то реактор Сабатье. Обновление колодца. Батарейный блок. Его мы и запустим в крафт. Батарейный блок, составляющий пластина, панель, болты, электроника. Вот здесь подписано, сколько чего требуется, внизу сколько у нас этого чего-то имеется. О, между прочим, уран есть. Есть шанс построить ядерный реактор, но вот в чертежах его нет, к сожалению. Ну, я во всяком случае не вижу, да. И ничего не печатается. А если так, чтобы построить, откройте планшет, выберите ее на вкладке «Построить». Как только вы выберете, она должна быть размещена. Вы должны приобрести необходимые компоненты. Когда у вас есть то, что нужно, используйте сварочный аппарат для чего-то там чего-то. У нас что-то, я смотрю, происходит, меняется, что-то делается. Я надеюсь, вот батарейный блок это то, что нам нужно, потому что в задании речь-то шла о каких-то аккумуляторах. Ну, в принципе, это где-то рядом. Все равно тут других ничего похожего нет, поэтому... Не понимаю, распечатался, не распечатался. Что делать? Инвентарь, инвентарь, контейнер прицепа. Но он, походу, не распечатался. Или что, или как? Распечатка, инвентарь. Или вот это то, что нам как раз таки нужно. Что это? Алюминиевая пластина, панель, болты и электроника. Вероятнее всего это им... Ой-ой-ой. Это именно то, что нам нужно. Как тут быстро можно ее... Только перетаскиванием. Либо вот этими вот, наверное... Хе-хе. А так можно, да? Ну, то есть все, что здесь, сразу можно... Хоп, и стрелочкой туда перекатилось. Это хорошо. Что следующее? Постройте батарейный блок. Используйте паяльную лампу для сборки батарейного блока. Так, батарейный блок. Как спускаться будем? Я надеюсь, отсюда, если мы сиганем, с нами ничего не произойдет. Притяжение вроде как на Марсе. Разрешит нам совершать такие необдуманные прыжки. У нас нужно построить батарейный блок. Я вижу 4 солнечных панели. Они подключены... Это что? Ты кто? И от него еще что-то подключено. Блок управления энергией. Вот. Да, здесь прекрасно видно, что у нас 2 солнечные панели по 5 киловатт и 2 по 30. Почему не 4 по 30? Вот написано в левом нижнем углу. Это трансформатор. Вон он что, оказывается. Тут мне образование энергетическое это поможет, наверное, разобраться с этими всеми проводами, мощностью и тому подобным. Со входящими все понятно, а вот на выходе у нас один, как мы видим, пустой, красненьким горит, а 3 остальных под что-то подключено к ним. Вот судя по шпилю, вот эта база. Очень даже похоже. Предупреждение. Ожидается значительное падение температуры через час. То есть сейчас мы видим минус 6 градусов. Через час... Сколько же будет через час? Ну, посмотрим, узнаем. И что нам нужно? Я уже все позабыл, что нам нужно. Заморгал, кстати, вот этот
Градусник в правом углу нижнем. Температура падает уже -6. К тому же темнеет. Надо поторопиться. Нам нужно построить батарейный блок. Строить. Как скажете, как скажете. Я думаю, смысла его где-то далеко строить нет. Поэтому воткнем его здесь. И там писали про то, что нужно использовать... О, как он делается. Задание обновилось. Теперь наше задание посадить и вырастить 10 картофель. Да, это классика. Выживание на Марсе — это сажать картошку. Вы должны выращивать растения, чтобы получить пищу. Шикарнейшее звездное небо. Вон даже какое-то созвездие видно. И большая яркая звездочка. Что я предлагаю? Дабы укрыться от вот этой температуры надвигающейся, поставьте базу. Между прочим, у нас обновилось столько миссий. Соберите некоторые данные. Вот. И... найдите табличку с геотермальными данными. Посадите и вырастите 10 картофелин. Зарядите тяжелый марсоход. Соберите 200 единиц железа в контейнер. И подведите электричество ко всем зданиям. Понял, принял. Будем придерживаться плана наших заданий. Уже -15. Вот видно на стекле нашего скафандра. Стекло нашего скафандра уже начинает покрываться льдом. Я так думаю, что нам есть смысл укрыться на это время в нашем ровере. Тут розеточка какая-то еще есть. Открыли. Оп! Аккумулятор скафандра заряжен на 100%. А кто видел эту шкалу заряда скафандера нашего? Вон даже на кресле написано Pilot. Das ist Pilot. А в ровере меж тем 21 градус. Тепло. Мухи не кусают. И даже есть у нас О2. Такой ценный ресурс на этой планете. Значит, сейчас мы ложимся поспать. Выберем, ну, наверное, до утра. Сейчас 20:17. Не совпадает с нашим временем. Ну, правильно, оно же марсовское там время. И спим мы, наверное, до 7 утра. Чпать! Мне не хватает воды, чтобы спать так много часов. Вон оно что. Придется, дружище, тебя напоить. А что с водой? У нас вода так быстро закончится-то. Употребить воды. А теперь спать. А теперь спим. Ребята, это вводная была серия про эту игру. Немножко рассказал, показал чуть-чуть. Вот. Это видео назовем его под номером 1. Игра успешно сохранена. И в следующем ролике начнем с этого самого же места. Вот. И пройдем эту игру обязательно до конца. Все, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, не забываем, прожимаем лайкосики. Не забываем подписочку оформить на канал. И нажать колокольчик. Как только будут выходить новые видео, вы первыми об этом будете узнавать. Пока-пока.